Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 28 апреля, выпуск экстренный. Тема, которую мы обсуждаем, это война, и все события, которые мы с вами обсуждаем, в той или иной степени связаны с войной. Война идет уже более 2 месяцев. Ситуация на фронте на сегодняшний день складывается так, что российские войска пытаются наступать, украинские войска пытаются сдерживать наступление. Одни наступают с переменным успехом, другие сдерживают с переменным успехом. В целом продвижение российских войск на сегодняшний день не является переломным, не переламывает ситуацию, и продвинувшись на определенных промежутках на 15-20 километров, фактически вот и весь результат. Гибнет огромное количество людей, как среди мирного населения Украины, так и среди военных, и российских, и украинских. Украинские войска, еще раз подчеркиваю, пытаются сдержать это наступление, и временами даже контратакуют, освобождая какие-то села. То есть фактически на каких-то еще раз повторю, участках российские войска продвигаются там где-то на 5, где-то на 7, где-то на 15, даже, по-моему, где-то на каких-то участках на 20 километров, а на каких-то участках украинские войска, контратакуя, продвигаются, освобождая территории на 5-7 километров. В целом ситуация, еще раз повторяю, не является переломной ни для той, ни для другой стороны. Фактически ведутся, хоть и ожесточенные, но позиционные бои, и гибнет мирное население. Я уже подчеркиваю это на протяжении многих передач, повторяю по много раз, и я думаю, что вы меня прекрасно понимаете. Основная боль — это, конечно, гибель мирного населения. Но в то же время гибнут и военные, гибнут и российские военные, гибнут и украинские военные. И, конечно, горе приходит в семьи и россиян, и украинцев. Владимир Путин, который развязал эту войну, инициировал нападение на Украину, является военным преступником. Мы с вами об этом говорили уже множество раз и повторяем это практически каждый эфир. По ситуации давайте немножко окунемся в ситуацию в России. Мы уже рассказывали у нас в телеграм-канале генерал СВР о том, что эксперты при Совете Безопасности Российской Федерации сделали очередной доклад Владимиру Путину, в котором описали ситуацию на фронте как очень серьезную, и сделали прогноз, в котором Российская Федерация, российские войска могут эту войну проиграть. Проиграть довольно серьезно, утратив контроль над всей территорией Украины за исключением Крыма. Да и Крым в некоторых вариантах развития событий может перейти под управление украинской стороной. Путин был крайне огорчен. Изучив этот доклад, докладывался ему Патрушев по этому поводу, он предоставлял этот доклад. И на следующий день было совещание, если это можно назвать опять-таки совещанием, с представителями военного блока. Это был в основном разнос такой довольно серьезный. Путин на протяжении 25 минут, как говорят, практически сплошным матом крыл всех в военном блоке, кого он считает виновными в утрате инициативы, в проблемах на фронте, в провале военной операции, в провале военных планов. И получили все: и Герасимов, и Шойгу, и там все до 5-го колена. И в очень грубой форме. Путин не дал никому высказаться, перешел после 20 минут практически такого матерного общения, отключился, потому что совещание было в режиме видеоконференции. Еще раз повторяю, только условно можно назвать совещанием, а по-настоящему это была чистая опорка.
отключился и не стал... Таким образом, вернее, закончил совещание. Также у Путина было совещание с силовым блоком. Там, опять-таки, ситуация примерно такая же была, за исключением того, что дал возможность Путин высказаться некоторым представителям руководства силовых блоков. Ну, там тоже досталось и главе ФСБ по Москве и Московской области, и по некоторым еще главам региональным, и главам служб, и заместителям начальника и второй службы. Там разнос был тоже довольно серьезный. Единственное, никаких претензий не было к Бортникову, хотя все прекрасно знают, что есть такая старая поговорка, да, рыба гниет с головы, однако Путин не посчитал нужным высказаться по поводу Бортникова. Здесь понятна ситуация, Бортников давно просит Путина в отставку, и любые претензии, которые в последнее время высказывались в адрес Бортникова, Бортников всегда встречал таким пассажем, что я же вас прошу, Владимир Владимирович, уже который раз об отставке, если вы недовольны работой, отправляйте в отставку. И Путин таким образом несколько связан в возможностях оторваться на Бортникове. Далее, вчера, если мне не изменяет память, по-моему, вчера, Путин встречался с Патрушевым, общались на протяжении 2 часов. Путин Патрушеву пообещал, во-первых, он не возложил ответственность за провал военной операции на Патрушева, сказав, что никаких претензий к нему по этому поводу не имеет. Во-вторых, возложил на него новые обязанности, там не обязанности, вернее, а задачи, которые Патрушев, несомненно, выполнит, потому что там довольно несложные. И как раз по его части задачи. Мы немножко позже огласим, что это задача. Это в основном принесет боль и страдания россиянам. Но Патрушев как раз тот человек, который умеет причинять боль и страдания россиянам. Поэтому здесь как бы никаких сомнений нет, что Патрушев выполнит возложенную на него миссию Владимиром Путиным. И стоит ожидать в некоторых регионах больших проблем. Как, например, в конце 90-х годов, вернее, в 99-м году, когда Путин приходил к власти, и, напоминаю, чем помогал ему Патрушев. Все прекрасно помнят Рязанский сахар, все прекрасно помнят взрывы домов. Так вот, примерно с аналогичным предложением обратился Путин к Николаю Сократовичу, вернее, Платоновичу. Сократович это его прозвище в узких кругах. Путин также обговорил следующие нюансы, что когда он будет на медицинских процедурах, ему предстоит операция, скажем так, врачи настаивают, пока на сегодняшний день еще нет четко не определена дата предстоящей операции, и у него будет хирургическое вмешательство, и вот пока он будет недееспособен, я точно не знаю, какое-то время, это, по крайней мере, еще не обсуждалось, я думаю, что это все-таки недолгое время. На долгое время Путин навряд ли будет согласиться, по крайней мере, передавать власть. Так вот, на то недолгое время, пока Путин будет недееспособен, и пока у него будет операция, он будет отходить после этой операции. Давайте предположим, что это будет дня 2-3, скорее всего. И в это время фактическое управление страной переходит как раз Патрушеву. Я скажу, что это худший вариант. Ну, плюс к этому еще обговорили, что если вдруг у Путина, да, проявятся особо сильно проблемы со здоровьем, мы прекрасно знаем, что у него онкология, мы знаем, что у него болезнь Паркинсона, мы знаем, что у него шизоаффективное расстройство, мы об этом говорили неоднократно. Онкология прогрессирует, удавалось некоторое время сдерживать. Но сейчас все это течение болезни прогрессирует. Я извиняюсь. И прогнозы там такие. Я не хочу сейчас делиться прогнозами, чтобы лишний раз вас не обнадеживать, потому что лишний раз обнадеживаться об этой ситуации не стоит. Владимир Путин пока исполняет свои обязанности президента и будет, я так думаю, еще некоторое время все-таки
исполнять эти обязанности. Так вот, повторяю, что договорились Патрушев с Путиным, что если вдруг так происходит, что Владимир Путин в силу состояния здоровья резко ухудшившегося или каких-то проблем не будет в состоянии выполнять свои обязанности по руководству страны, то руководство фактическое, еще раз подчеркну, фактическое руководство перейдет к Патрушеву. Это худший вариант по, так скажем, хоть и временному, но преемнику. Вы сами прекрасно понимаете, что нет ничего более постоянного, чем временное. Это старая поговорка, и она верна. Патрушев откровенный негодяй, он ничем не лучше Владимира Путина. Более того, он человек более хитрый и более, я бы сказал, коварный, чем Владимир Путин. И проблем для россиян в связи с его возможным приходом к власти проблема только увеличится, количество проблем. Будем надеяться, что это удастся избежать. Мы будем прилагать определенные усилия для того, чтобы это не случилось. И надеюсь, что у нас получится. Так, у нас сегодня, наверное, пока все. Поставьте лайк к этому видео, если поддерживаете нас и нашу деятельность. Также у вас есть возможность поддержать нас материально. В описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon, есть подписка на спонсирование нашего канала, есть наши криптовалютные кошельки. Я еще раз подчеркиваю, что я уже говорил неоднократно, и буду говорить еще впредь, что Владимир Путин закончит свою жизнь, как Муаммар Каддафи, с черенком от лопаты в заднем проходе. Мы прилагаем к этому все усилия. Я не сомневаюсь, что у нас это получится. Довести его финал до разумного завершения. По нашей деятельности мы готовим небольшой экскурс, когда расскажем о том, чем мы занимаемся, что мы уже сделали, что предприняли, какие результаты нашей деятельности. Мы, безусловно, не будем рассказывать о тех проектах, которые мы сейчас ведем, которые еще не завершены, но о некоторых проектах, которые уже завершены, которые у нас получились довольно успешно, мы расскажем. И я думаю, что вам будет это интересно. На этом все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас искренне любим. Всего доброго. До свидания.